Я нервничаю, уже давно не говорила с вами, я переживаю немного. Когда я переехала в Москву, люди постоянно задавали мне один и тот же вопрос. Тебе не страшно? И, если честно, ответ иногда: да, конечно, мне очень страшно. Не потому что Москва опасная, абсолютно нет. Это потому что жить в чужой стране сложнее, чем кажется. И когда я приехала в Москву в январе, я честно представляла, что это совсем иначе. Я увидела себя, думала, что я распакую чемоданы, я буду сидеть на диване и буду смотреть на стену, и потом думать: а теперь что? Все было наоборот. Было бы нечестно делать вид, что все легко. Есть вещи, о которых обычно я не говорю. И это видео — это именно об этом. Давайте начнем. Номер 1. Одиночество. Да. У меня свое выражение, которое я всегда говорю и повторяю. Уединение прекрасно, пока оно не превращается в одиночество. И по характеру я абсолютно интроверт. Если вы не знаете, это значит, что мне комфортно одной. Мне не нужна постоянная суета, или большие компании. По факту я даже этого не люблю. И я предпочитаю спокойное общение с людьми один на один, с кем-то, который мне... С человеком рядом, с которым мне комфортно. Как это? Вы понимаете? Но жизнь одной в чужой стране — это немного другое. Между уединением и одиночеством есть очень-очень тонкая граница. И, если честно, были дни, когда я действительно чувствовала одиночество. Вы не представляете. Когда это было очень-очень тяжело. Но со временем это все становится легче, и я учусь быть одной и даже получать от этого удовольствие. Вот, благодаря моей работе, я думаю о падежах, моей работе благодаря кому, да? Я разговариваю с людьми каждый день, и это дает ощущение связи с миром. Но иногда я все же скучаю потому, что рядом есть другой человек. И просто по ощущению, что ты не одна. Все. Дальше. 2. В путешествиях я всегда очень внимательно выбираю, где жить. Лично для меня это очень важно, чтобы это было просторное и светлое место. Я так однажды забронировала хороший домик в Подмосковье с красивыми видами на природу и очень хорошо отдохнула. Я гуляла в лесу, я наслаждалась природой и дышала свежим воздухом. В городе такого, конечно, нет. И, честно говоря, я бы еще повторила такой опыт. Мне очень понравилось и помогло перезагрузиться. И удобнее всего искать такие интересные варианты жилья на Циан посуточно. Здесь можно выбрать такой же красивый домик, даже с баней или купелью, двухуровневые апартаменты с необычной планировкой, старую отреставрированную квартиру с историей или мансарду с окном в потолке. Вот. Вообще что угодно. Здесь тысячи объявлений. Удобно, что вариантов очень много по всей России. И можно искать прямо на карте, по фильтрам или даже по идеям и ключевым запросам. И при этом все объявления проверены. Есть отзывы и поддержка, чтобы можно было не беспокоиться и пробовать что-то новое. Это самое главное. И если вы как раз планируете поездку и хотите сделать ее более особенной, не только за счет экскурсий,
Попробуйте посмотреть варианты на циан посуточно. Ссылку оставлю в описании. Номер 2. Это о трудностях, а я все-таки улыбаюсь. Вот, расходы. Ребята, любой крупный город в мире дорогой. И Москва не исключение. Это большой город, серьезный город. И жизнь здесь стоит много денег. Обеспечивать себя полностью и самостоятельно не всегда легко. Особенно, когда мне нравится ходить в салон красоты. Нужно очень внимательно думать о том, как ты тратишь деньги. И я не хочу думать об этом. Я хочу тратить свои деньги. Я шучу, ну. Да, нужно внимательно думать о том, как ты тратишь деньги. И да, это было полностью мое решение, чтобы переехать сюда. Я хорошо знаю это. Но я ни секунду об этом не сожалею. Но начинать с нуля означает принимать определенное давление, потому что все зависит только от меня. Мои решения, моя дисциплина, моя работа, мое желание ходить в салон красоты. Вот, никакой подушки безопасности нет. И все зависит только от меня. И это большая ответственность, если честно. Вот, это все, что я могу сказать об этом. Вот, дальше. Номер 3. Психологическая нагрузка, когда все нужно делать самой. Есть еще одна трудность, когда ты живешь одна. Особенно, если ты женщина или девушка. Был случай. После того, как я переехала сюда, через несколько дней кто-то постучал в мою дверь. И я сразу испугалась. Я посмотрела в дыре, как это сказать, в дыре в двери. И там стоял мужчина. Рука полностью в татуировках. И я сразу решила, дверь я не открою. Нет, я не открою. Мое сердце, я чувствовала его. Это было очень, мне было страшно, честно. И позже оказалось, что это мой сосед. Он нашел мой ключ на полу, и он просто хотел вернуть его. То есть, на самом деле, он просто пытался помочь. Но это тоже часть жизни, когда ты живешь одна. Ты становишься осторожнее. Был еще один момент, когда я впервые, опять же, когда я прилетела, я приехала сюда, и я открыла дверь своей квартиры, и сразу сильный запах ударил мне в лицо. И это было как квализация. Сейчас я знаю это word. Я знаю this word. Очень неприятный запах, очень сильный, как канализация. И проблема оказалась не так сложно решить, но мне все равно пришлось разбираться с этим одной. То есть, в чем дело, когда ты живешь одна? Любая мелкая проблема становится твоей ответственностью. То есть нет человека, которому можно сказать: поможешь мне, пожалуйста, поможешь мне с этим. Ты просто берешь и решаешь все сама. Это было несложно, но в моменте это стресс. Вот. Жить одной в Москве не всегда легко. Но это жизнь. Это жизнь, которую я выбрала. И несмотря на трудности, я рада, что я сделала этот шаг. Потому что, я рада. Просто я рада. Нет потому что, просто потому. Я хотела и сделала.
А сегодня я гуляла по улицам, и я посмотрела на старые здания. И в один момент я почувствовала легкое одиночество. Просто подумала, вот, я именно там или тут, где я хотела быть. Это была моя мечта, и теперь я живу в этой мечте. Я здесь. Что будет дальше, я сама не знаю. Все это приключение. Вот. Спасибо, что досмотрели до конца. До скорой встречи. Обнимаю, целую. И я тоже хотела сказать, что если вам понравилось это видео, вы можете поддержать мой канал. Все ссылки на мои социальные сети находятся в описании под видео. Также я провожу индивидуальные уроки английского языка онлайн. То есть, если вы хотите улучшить свой английский, то, конечно, напишите мне. Буду рада вас увидеть. Спасибо большое. До следующего раза и пока. Bye! Когда я переехала в Москву, люди постоянно задавали... извините. Ровно? Не знаю. Простите, если не ровно. Самим собой или самой? Самим собой. В дыре в двери. В дыре в двери. В дыре в двери. В дыре в двери. Вот.